прошлом видео мы готовили с вами кимчи из топинамбура, а в этот раз мы приготовим его в соевом соусе и с перцами шиитаке и красным перцем чили. Для этого блюда нам с вами потребуется топинамбур, под другим названием более известный как земляная груша, и вообще у него очень много названий, в Корее называют свиная картошка. Потребуется нам топинамбур где-то 12 штук, если с учетом того, что ваши корни не слишком большие. И также шишито перец 5 штук. Перец достаточно длинный и большой. Шишито перец – это тот перец, который не сильно острый, не такой как чили. И один красный перец чили. Если не едите острое, то просто красный чили пропустите. Первое, то, что мы должны сделать, это хорошо помыть топинамбур и затем его почистить. Промыть его нужно хорошо, потому что обычно на нем очень много земли и песка. Почистив топинамбур, мы приступаем к его нарезке. Конечно, как я и говорила, многое зависит от размера самого корня, но в общем мы нарезаем его кусками такого среднего размера. У меня корни достаточно маленькие, поэтому какие-то я разрезаю просто на 2 части, какие-то на 3, а некоторые, если они совсем уже маленькие, такие кругленькие, так я вообще использую их целиком, не нарезая. Форма кусков не имеет значения. Главное, чтобы они были приблизительно одинакового размера и красиво смотрелись. После этого мы нарезаем шишито перец. Нарезаем его крупно. Свой перец я просто разрезаю на 4 одинаковые части. Теперь мы должны красный перец чили сначала разрезать так, чтобы можно было удалить из него семена. Удобнее всего лично мне делать это маленькой ложкой, чайной или, например, кофейной, вот таким вот образом. Удалив семена, я нарезаю красный чили сначала на тонкие полоски и затем уже продолжаю измельчать на маленькие кубики. То есть вы это делаете любым удобным вам образом. Просто измельчаем красный перец чили. Теперь можно приступить к тому, чтобы сделать соус. Соус очень простой. Для него нам практически ничего не понадобится, то есть минимальное количество ингредиентов, а именно вода. 250 мл заливаем в какую-нибудь удобную емкость для перемешивания. И соевый соус 2 столовые ложки. Он даст соленость, поэтому соль мы уже в блюдо добавлять не будем. Размешиваем соевый соус в воде и добавляем сахар или сироп 1 столовую ложку. Можно и на мед заменить, в принципе, если вы не употребляете ни сироп и ни сахар. Хорошо все размешав, чтобы сахар растворился, мы заливаем соус в сковороду без масла. Также сразу туда закладываем нарезанный топинамбур и шишито перец. И если вы хотите, чтобы шишито перец сохранил свои жевательные свойства, тогда закладывайте его посередине или под конец приготовления. Теперь мы доводим все это до кипения на сильном огне. И продолжаем готовить дальше на сильном огне, временами помешивая. Когда у нас почти вся вода уйдет и начнет становиться соусом, в этот момент мы добавляем прежде нарезанный красный перец чили. Как я говорила, острый не едите, тогда просто пропустите перец чили. И далее мы продолжаем готовить на сильном огне, но теперь уже все время помешиваем. Когда соус у нас все покроет и воды уже не будет, мы в этот момент, все хорошо перемешав, выключаем огонь и добавляем кунжутные семена, обжаренные кунжутные семена, пол столовой ложки. Хорошо все перемешав, чтобы распределить кунжутные семена, мы снимаем блюдо с огня и можно подавать его к столу. Перед подачей к столу можно еще раз посыпать щепоткой обжаренных кунжутных семян. Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным. То есть оно будет вкусное и так, и так. Это не основное блюдо, хотя в принципе вы можете есть его само по себе. Но в Корее оно идет в качестве закуски и подается к рису и к основному блюду среди других закусок. Надеюсь, вам было интересно. Здесь еще раз приведен способ приготовления и ингредиенты. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!